Друзья, это были те самые канары, которые зачастую рисует нам наше воображение. Но нам они открылись немного с другой стороны. Этим открытием мы и хотим поделиться с вами. Итак, начнем со сбора рюкзака. И помимо стандартного набора пляжного туриста, мы в него положили еще и вещи, которые на пляже смотрелись бы как минимум странно. Позже мы покажем вам, для чего нам это все пригодится. А пока, сложив это все в огромный рюкзак, мы отправились в путь. Дорога из Киева до Гран-Канария занимала у нас целый день. И чтобы не собрать все утренние пробки, до аэропорта мы решили добираться по рельсам. Сначала на метро до центрального ЖД вокзала, а уже оттуда на Бориспольском экспрессе до аэропорта. Кстати, это очень удобный способ трансфера. Сегодня ночью уже будем на Канарах. Из Борисполя мы примерно 4,5 часа летели до Мадрида. И были готовы скучать в аэропорту еще несколько часов в ожидании следующего рейса до Гран-Канарии. Но сотрудники местного аэропорта придумали нам замечательное развлечение. Мы уже типа такие думаем, капец, все наши уже прошли, типа где же наши шмотки? А шмотки наши вот, типа вот крутятся на полупустом транспортере, на табло, ничего не написано. Да пошли вы нахер. Ну и все, вот, в общем, катитесь откуда приехали. Спасибо. Весь движняк походу в терминале 1. Поэтому сейчас туда и направляемся, сядем где-нибудь покушаем. Наконец-то. Но не тут-то было. Оказалось, что ни покушать, ни отдохнуть в этом терминале до чекина не получится. Во-первых, весь общепит представлен всего лишь 2 закусочными. Во-вторых, весь пассажиропоток, прибывающий в терминал, пытается разместиться на 3 рядах сидений, которых на всех, естественно, катастрофически не хватает. Мест не хватает и в закусочных. Но если быть честным, то и кормят в этих заведениях, ну, прямо сказать, не очень. Слава богу, что чекин на наш рейс уже был открыт. Поэтому мы сдали свой багаж, прошли контроль и расположились в уже гораздо более удобных залах возле гейтов. В аэропорту уже погуляли, все разузнали, зачекинились, уже сидим возле гейтов, ждем свой паровоз. В аэропорту Приедем. самый красивый магазин с сувенирами, в котором я была. Мы его Всё покажем. в керамике, очень красиво, такое все испанское. В Испании такое все испанское. Ужас. Второй рейс за сегодня. Жопа, честно говоря, уже ватная. Блин, реально, не знаю. Тяжело это мне все. Старый я для вот этого вот всего. Но оно того стоит. Мы прилетели, блин, наконец-то! Не верится. Идем искать прокат. Там у нас машина уже забронирована. Сейчас заберем ее. Обещали нам Ford. Будет Opel. Но Опелем оказался совсем не кадет 89-го года выпуска. Вот он наш суперкар. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, самый прикол. Нам реально теперь надо подумать, как нам отсюда выехать. Показываю, как надо выходить вот в таких ситуациях.
наши. А? По-нашему. Главное, чтобы нас Vienen ya, no hay que temer, los malos tienen que correr. Ну, нормальная, короче, колымага. Есть только одна небольшая проблема, мы не знаем, это дизель или бензин. Ну, блин, работает она, короче, как бензин. А теперь внимание, лайфхак. Как определить тип топлива арендованного автомобиля, если вы такие же придурки, как и мы, и посмотреть это в договоре аренды для вас слишком просто. Разобравшись со всеми нюансами, связанными с автомобилем, мы отправились искать ночлег на берегу океана, так как на улице была глубокая ночь, а заселить нас могли только с утра. Фух, все, добрались до места. Будем ложиться спатоньки уже. Вот. А с утра тогда покажем, где мы ночевали. Да и сами хоть посмотрим. Толком не видели ничего. Так что спокойной ночки. Проснувшись утром и оглядевшись по сторонам, мы поняли, что ночевать на берегу океана было не такой уж и плохой идеей. И вот почему. Ребят, честно говоря, по-моему, такой рассвет – это отличная компенсация и за дорогу, и за недоспанную ночь. Проснулись, умылись, побегали, чуть-чуть поснимали, выспались неплохо, что немаловажно. И сейчас поедем на рынок. Самый большой рынок на Гран-Канарии. Это фрукты, овощи свежайшие. Сейчас мы накупим апельсинов, манго. И все это будем хреначить просто как шпроты. Но рынок оказался не совсем таким, каким мы ожидали его увидеть. На первый взгляд он был похож на огромную оптовую базу. И проехав несколько кварталов фур, мы решили, что ошиблись адресом и собирались уезжать. Но любопытство все-таки взяло верх, и мы заглянули в один из ангаров. Мы очень обрадовались, когда за стенами этого ангара увидели самый обычный продуктовый рынок. Здесь кипела розничная торговля, и люди толпились вокруг ящиков с идеально спелыми овощами и фруктами. Не знаю, как вы, но мы мечтали об этом уже очень давно. И именно поэтому мы подошли на кассу с полным ящиком известной и неизвестной нам растительности. Забив багажник нашего кроссовера фруктами и дешевым хамоном, мы отправились заселяться. Кстати, примерно так и выглядят типичные спальные районы острова. Заселившись, мы вновь поспешили к океану, к одному из природных бассейнов, которыми знаменито побережье Гран-Канарии.
Изначально у нас были еще и другие планы на этот день, но попав сюда, мы залипли до вечера. Океан заворожил нас своей красотой и не хотел отпускать. Все активности, ради которых мы летели на остров, решено было оставить на следующий день. Об этом и пойдет речь в новой серии. Короче, крэшпэд мы все-таки не зря взяли. Вот, стоим. Под ним офигенно прятаться от дождя, реально. Очень здорово. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Жмите кнопочку подписаться, не забывайте про колокольчик. И пускай у вас все будет чики-пуки.